Всем привет! С вами Эрик, Слайд, и это «Наука побеждать». Сегодня поговорим о самых универсальных сетапах и определим лучший на наш взгляд. Но для начала давайте вспомним, из чего будем набирать этот самый сетап. Среди танков первого уровня вне конкуренции Т-1. Из легких танков 8 уровня лидер АМХ 1390. Лучшие для командного боя средние танки — это Першинг, Т-69 и Объект 416. Из ПТ нам понравился Борсик. Ну а из тяжей мы выбрали АМХ 50-100, Т-32 и ИС-3. Кроме того, неплохой заменой для советской тройки может стать китайская 110-ка. Вариантов сетапов много, но далеко не каждый из них будет эффективным и конкурентоспособным. Ясно одно — это должны быть 5 восьмерок и 2 единички, причем 2 Т-1 Кеннингем. А вот дальше уже сложнее. Какую же технику выбрать? Первое, что приходит на ум — взять 5 тяжей. Играя таким составом, можно иметь положительный процент побед и при этом не заморачиваться сложными тактиками. Все по стандарту. Проводим минимальную разведку, выбираем место для раша и давим направление. А иногда и разведка не нужна, можно сразу топить вперед. Это простейший способ побеждать, и он работает довольно часто. Но не всегда. Есть и минусы. Видите у противников быстрый танк, скорее всего, вас засветят еще при разъезде. Дальнейшие перемещения вашей команды вряд ли станут для кого-то сюрпризом. Провести успешную атаку в такой ситуации будет нелегко. Враг уже знает, откуда вас ждать, и готов к этому. Другой момент, на который стоит обратить внимание — защита собственной базы. Нередко противники, видя столь опасный сетап, берут хитростью, ввязываются в перестрелку, жертвуют основными силами, но успевают выиграть захватом. Замешкались на пару лишних секунд и вернуться уже не успеете. Да, такие поражения всегда обидны. Еще один популярный сетап — это сетап с ПТ, чаще всего сборщиком. Причем многие берут сразу 2 ПТшки. Что тут скажешь, состав очень опасный. Один залп борщей и минус танк. Самая популярная тактика таких команд — пересидеть соперника, получить преимущество по ХП за счет выстрелов борщей, а потом отправиться в наступление и дожать. При этом сами ПТ, как правило, даже не светятся. Они стреляют издали по свету своих союзников. Подобные хитрости отлично работают против неусидчивых новичков, но опытные команды знают, как обыгрывать любителей борща. Здесь важно использовать всю свою технику по максимуму и постараться зажать соперника на как можно меньшем участке карты. Главное при этом не лететь вперед шашкой наголо. Это чревато. Следующий сетап, о котором поговорим — 4 тяжа и французский 90-х. Главный недостаток такого состава — его уязвимость на городских картах. Выигрывать на них будет весьма непросто, но вполне реально. К тому же это всего 3 карты из 10. Зато на остальных локациях французский легкий танк незаменим. Прежде всего, это отличный свет. 90-х способен давать очень важную информацию о разъезде противника и его перемещениях по ходу боя. Значимость танка возрастает в разы, если у соперника нет ЛТ-8. Тогда вы можете действовать гораздо наглее. Занять в одиночку гору на рудниках — пожалуйста. Захватить центр на монастыре — легко. Подсветить разъезд на Прохоровке, Ласвеле, Утесе и Руинберге — тоже сделаем. Уже в начале боя вы получите важнейшую информацию. Именно это может стать козырем в борьбе против более опытных команд. Главное — с умом использовать этот козырь, отстреляться по свету, внести коррективы в свою тактику. Но об этом уже совсем скоро в новых выпусках «Науки побеждать». А пока вернемся к нашему сетапу. Маленькие габариты и высокая скорость 90-ка позволяет уходить из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. А когда необходимо, французский ЛТ может превратиться из осторожного светляка в агрессивного бойца. В общем, дело, как обычно, ваше, но мы считаем, что сетап из 2 Т-1, 90-ка и 4 тяжей самый универсальный для режима командный бой. Он отлично подходит как опытным игрокам, так и новичкам формата. Что взять при этом из тяжей, решать только вам. Лучший выбор, на наш взгляд, это 2 ИСа и 2 АМХ 50-100. Таким составом можно одинаково успешно и в атаку сходить, и в обороне отыграться. А что же средние танки?
Безусловно, каждый из них хорош. И толстолобый Першинг, и барабанный Т-69, и динамичный объект 416. Но все-таки, чтобы грамотно использовать их, нужно иметь хороший опыт игры в этом формате. Нужно четко понимать, где средний танк принесет максимум пользы для команды, иначе это будет не СТ, а не дотяж. И толку от него будет меньше, чем от того же ИС-3. Говоря простым языком, СТ хороши, но только в опытных руках. Ну а мы начинаем с самых основ, и поэтому брать средние танки в свой идеальный сетап не станем. Кстати, у Слайда на этот счет свое мнение, и по такому случаю мы решили устроить конкурс. Все, что нужно, просто угадать наилучший сетап по мнению игрока Нави. Победители получат по 1000 золотых. Все подробности в специальной теме на форуме, а ссылка в описании к видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы, и мы сделаем специальный выпуск программы, где Слайд ответит на самые интересные из них, озвучит свой любимый сетап и расскажет, как правильно его готовить. А у меня на этом все. Всем пока!